Всем большой привет! Я сегодня решила приготовить пирожки с картошкой. И тесто я буду готовить на картофельном отваре. Мука у меня здесь уже просеянная. Добавляю сахар, соль, сухие дрожжи. Так, немножко перемешаю. И теперь вот у меня картофельный отвар. Буду заливать и замешивать тесто. Все, замесила тесто и оставлю его на час. Тесто просто отлично поднялось. Сильно забивать мукой не буду, так слегка, не трогать тесто. Буду нарезать на такие вот небольшие части. Сегодня я решила сделать тонкие пирожки, как раньше продавали в школе, на вокзалах продавали, на рынках. И они мне очень нравились. Правда, в начинке там еще был укроп. Но так как у меня укропа нет, будет без укропа. Сделала пирожок, кладу швом вниз и нужно слегка раскатать примерно толщиной полсантиметра. Жарим, как обычно, до золотистого цвета с двух сторон. Все, пожарила я пирожки. Вот такие вот у меня тонкие пирожки получились. Сразу такая ностальгия по Узбекистану. И несколько партий запекаю в духовке. Все, сейчас буду пить чай. Ой, что-то слишком черно сделала. Отойди. Чай буду пить с лимоном. Вот такой вот лимон у нас засахаренный. А ты его не сможешь, он будет кисленький. Это мама буду пить. Пирожок будешь? А? Пирожок будешь? Всем приятного аппетита! Вот эти тоже пирожки у меня мягкие прям получились такие. Вот. С начинкой. Поднимаемся по лестнице в парк. Сегодня ночью был дождик или утром дождик был, да? Пошли, туда пойдем. Ну что, расскажу я вам новости на сегодняшний день и какое положение в Южной Корее. Сегодня у нас 6 декабря. Итак, Корея ужесточила правила, идет усиление карантинных мер. И еще штамм омикрон подтвержден у 9 человек. Представляете?
И с сегодняшнего дня вступило еще одно новое правило. Невакцинированных в кафе и в рестораны разрешено допускать только по одному человеку, а вакцинированные по 6 человек. И что вы думаете? Конечно же, ужесточенное правило пропуска вакцинации вызвало очень негативную реакцию среди невакцинированных, особенно предпринимателей. У меня, кстати, тоже негативная реакция, потому что я не вакцинирована. И, кстати, даже это касается детей от 12 до 18 лет. И, как оказалось, омикроном болела пара, которая прилетела недавно из Нигерии. И, как я уже говорила, заболевших уже 9 человек. Поэтому всех на карантин. Все въезжающие в Корею, как местные, так и иностранцы, независимо вакцинированные или нет, должны теперь будут самоизолироваться на 10 дней. Сейчас в Корее очень резкий рост заболеваемости и смертей из-за ковида. И я даже не удивлюсь, если в скором времени будет вспышка от омикрона. В конце ноября Корея планировала постепенно открывать границы, но с таким положением в стране Корея об открытии границ молчит. Ну, вот такие вот новости, конечно, ничего хорошего. И погода у нас сегодня какая-то унылая, пасмурно, сыро. Садись. Ой, мимо. Вчера такая погода была хорошая, солнце, тепло, прям благодать. А сегодня пасмурно. Лови давай. Лови, лови. Давай, лови, супчик сварим. Давай, давай. Убегает голубь. Давай, 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 быстро. Лови, лови, лови. Где птичка? Лови. Все, улетела птичка. Пойдем в другом месте посмотрим птичку. Пойдем. Рядом с домом у нас прям находится магазин Сью круглосуточный. Очень удобно. Богдашка уговорил сейчас меня зайти сюда за чупа-чупсом. Да? Заходи давай. Выбирай чупа-чупс, пошли. Пойдем. Вот чупа-чупс выбирай. Встань. Богдан. Ну выбирай какой. Такой? 2? 2 взял? Все, пошли. Нет, 2 хватит. Хватит 2, Богдаша. Пойдем, все. 2 штуки возьми, пойдем. А чупа-чупсы будешь брать? А? Ну иди еще возьми. Еще возьми. Еще возьми, еще. Выбрал? Что, 2 возьмешь? Давай еще возьмем. Все, сейчас тетя посчитает. Все, вышли мы с Ю, купили напиток, чупики он себе выбрал. Вот здесь вот снесли дом и до сих пор ничего не строят. Нагулялись мы с Богдашкой, сейчас буду готовить чимчи-мури. Капусту нарезала, добавляю морковь нашинкованную. У меня остались вот такие листья от пекинской капусты. Они сейчас тоже пойдут на чимчи. Нарезала напополам и закидываю.
Теперь нужно хорошо посолить. Сейчас все хорошо нужно пожамкать, помять, чтобы капуста стала помягче. Все, и пусть стоит минут 20. Забыла добавить перчик красный. Все, капуста постояла, просолилась, выделила сок. И сейчас будем заправлять. Наливаю обычную воду. Вот так достаточно, чтобы слегка прикрывала овощи. Добавляю соевый соус, сахар, красный перец, кориандр, черный перец, уксусную эссенцию, чеснок. Соль добавлю в конце, сейчас размешаю, потому что капусту я солила. И еще соевый соус соленый. Нужно хорошо все перемешать, чтобы сахар растворился. Вода должна получиться кисло-сладкой. Теперь нужно все переложить в банку с крышкой и оставлю в холодильнике. Прям как четко все поместилось в одну банку. Все, и оставлю на ночь в холодильнике. Завтра можно уже кушать. На ужин пожарила картошку с мясом и еще туда закинула джусай и всякие специи. Потом сварила сирак чамури. Сирак чамури у нас вот с тофу. Стылью тофу. И салатик. Чимчи. Чимчимури уже, наверное, готовы. Потихоньку накрываю на стол. Вова в эту неделю в ночь работает. Сейчас нарежу кимчи. Кимчи я уже до этого выкладывала. Мы покупаем коробку 10 килограмм. И нам иногда не хватает даже на месяц. Кимчи у нас хорошо кушают. Тем более вот это кимчи, которое мы покупаем, оно свежее прям такое. Не прокисшее, а вот именно свежее и вкусное. Сейчас нарежу. Это контейнер специально для кимчи. Запах не пропускает. Ну вот, в принципе, весь наш ужин. Ну, еще супчик сирак чамури. Кстати, вот это вот чимчимури уже практически готово. И здесь вот самое вкусное, мне больше всего нравится рассол. Вот он самый вкусный такой, сладко-кисло-сладкий. Вообще, такой вот чимчи очень хорошо готовить летом, когда есть все овощи. Огурцы, помидоры, все, что душе угодно. Закидываете сюда, также заправляете, и получается вообще очень сочные чимчи, закуска. Ну все, всем приятного аппетита. А так как я очень редко ужинаю, я попью банановое молочко. Такое вот. Вот мой ужин. А что мой сынуля тут делает?
Что мой сынуля делает? Вот ему нравится, когда я что-то готовлю или накрываю, под ногами ползает. Да? Кутенок ты маленький, Кутя. Забыла еще положить баклажаны жареные с острым перцем в соевой пасте. Вот, теперь все. Всем приятного аппетита. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.